Здравия всем слушателям и подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков. И в этом видео я хотел бы вас познакомить с такими уникальными технологиями древних цивилизаций, как металлургические. Дело в том, что нам всегда говорят, что мы самые умные, у нас самые высокие достижения, а до нас жили люди, которые достижения у них были низкие, практически их нет. А вот мы сегодня прямо все открыли и теперь все знаем. Я же хочу вам показать, что в действительности в древности тоже об этом много знали, и даже многие технологии нам стали доступны или только вчера, или еще остаются недоступны. В первую очередь как раз в этих металлургических изделиях. Например, перед вами так называемый викингский меч Ульберт. Дело в том, что он сделал из настолько чистого металла, что археологи приходят в недоумение. То есть археология опровергает историков. Считается, что технология выплавки подобного металла появилась только во время индустриальной революции. То есть 19-20 век. Было найдено приблизительно 170 экземпляров мечей таких. Они относятся к 800-1000 годам нашей эры. Ссылки на все материалы как раз под видео. И был сделан фильм производства новой National Geographic 2012 года, который называется «Секреты меча викингов». Суть же этого фильма проста. То есть этот меч обладает уникальными боевыми качествами. А все это происходит из-за того, что в нем практически нет примесей. То есть подобные технологии начнут применяться через 1000 лет. При этом слева как раз этот меч, который не содержит практически примесей. А справа сталь как раз средневековая такая, которая огромное содержание шлака. То есть если средневековый меч встречался с вот этим мечом Ульбрехта, то он, получается, просто ломался. Из-за того, что у него огромное количество содержится шлак. То есть подобные технологии очистки это 19 век, не раньше. То есть технологии, которые опровергают на 1000 лет вперед, превосходят то, что все известно в тому миру. Получается, что археологи опровергают историков, то есть существуют цивилизации, которые владеют этими технологиями, но это не Европа. Хотя откуда они их взяли, пока историки не понимают, но мы сейчас все найдем. Дело в том, что такие мечи, их множество уникальных мечей найдено. Еще один из мечей найден в Польше в 1980 году. В Грабово был найден меч. Анализ показал, он был изготовлен в 400 году до нашей эры. Но его состав 10% меди, 5% магния и 85% алюминия. Хотя считалось, что алюминий был получен в чистом виде только в 1825 году. Здесь же целое изделие, которое фактически получается за 2200 лет до открытия и получения этого алюминия в чистом виде, а уже присутствуют изделия из него, которые на 85% состоят из алюминия. То есть цивилизации высокоразвитые присутствуют, их изделия до нас дошли, историки нам об этом не говорят, а археологи вынуждены это показывать. То же самое, как вот эти вот уникальные серьги, которые были найдены в одном из курганов Феодосии. И в чем же суть? Суть мало того, что они выполнены по такой мельчайшей технологии, что для этого нужно применять какие-нибудь оптические приборы. Так они еще сделаны благодаря тому, что такая мелкая техника возможна благодаря применению зерни. Когда мельчайшие капельки металла расположены группами по 4 и размещены правильными рядами. То есть примерная датировка выпуска этих серьг тоже 4 век до нашей эры. То есть это чистейшее золото, которое выполнено по уникальным технологиям зерни с мельчайшими деталями композиции. И современные технологии пытались это повторить, но не смогли, потому что это очень сложное изделие. То же самое мы видим в применении в кубке Ликурга, который представляет собой сосуд размером 165 мм в высоту и 132 мм в диаметре, который был сделан в IV веке уже нашей эры. Был сделан так, что способен менять цвет зеленого на красный в зависимости от угла падения. Вы скажете, а при чем тут металлургия? Дело в том, что подобный эффект достигается применением мельчайших частиц коллоидного золота и серебра.
размером приблизительно 70 нанометров, соотношение 3 к 7. То есть мало того, что применялись нанотехнологии, то есть те технологии, о которых мы только в конце 20 века начинали только услышали, что они возможны. Здесь же изделия, которые уже сделаны по нанотехнологиям с применением мельчайших частиц золота и серебра. То есть еще даже более совершенно, чем вот эти феодосийские серьги. Также хотелось бы обратить ваше внимание, что согласно легендам в начале нашей эры, это примерно 1437 год, согласно легендам, жил стеклодув, который открыл вещество, которое назвал гибким стеклом. Когда император Тиберий выпил из чаши и бросил ее на пол, она не разбилась. Император решил, что этот удивительный материал мог обесценить серебро и золото. Он приказал казнить стеклодува, чтобы секрет гибкого стекла умер вместе с ним. Подобные изделия еще сохранились, все ссылки на материалы в описании. То есть легенды это одно, а археология подтверждает, что используются уникальные технологии, производятся высококачественные материалы, некоторые которые можно отнести, грубо говоря, только к нашему времени. И как тут не вспомнить знаменитого Гефеста, который как раз главный бог для тех, кто является ремесленником именно в производстве металла. Именно он изготавливал роботов и множество очень интересных изделий из металла. Именно под горой Этна в Сицилии находится его кузница. Почему я это говорю? Потому что, опять же, поиск этого материала показал, что Гефест, когда ковал меч Давна, закалял его в водах Стикса. То есть уникальные технологии древних в первую очередь связаны с тем, что они использовали то, что мы сейчас не в состоянии даже использовать. То есть они, зная, из чего состоит Земля, они использовали температуру самой Земли и то, что как раз в этих водах Стикса отсутствует вес. То есть возможно очищать материалы, получать материалы с уникальными свойствами. А современные ученые смотрят и говорят, а как же они это могли получить? А очень просто, они все знали природу металлов. Плюс та же лава дает, как вы понимаете, высокую температуру. Плюс, как тут не вспомнить, что по той же легенде известный герой Ахилл получил свою неуязвимость благодаря тому, что его мать-богиня Фетида окунула его в воды священной реки Стикс. Здесь я обращаю внимание на то, что, скорее всего, Ахилл был роботом. Потому что человека простого как ни окунай в реку магмы, и закаления не получится, просто останется то, за что вы держались. Здесь же Ахилл получил закалку, и поэтому он в итоге и погиб как раз от того, что ему кто-то в пятку попал. Это мне повторяет миф про Талоса, про гигантского робота, который охранял Крит. И опять же он погиб из-за того, что из лодыжки, из нижней части ноги вынули как раз винт, который закрывал выход этого жидкого металла или жидкой смазки. Смазка или его кровь, он же металл, вытекла. И робот погиб. То есть здесь описание идет о том, что все-таки роботы были, применялись. А значит высокая металлургия древних, опять же это не фантастика, а реальность. Которая описана в первую очередь в легендах и мифах. И объясняется еще и строением Земли. И как тут не вспомнить роботов, когда тот же русский царь, а именно Грозный, утверждал, что такие роботы на Руси работали уже 2-3 года, что они опять же управлялись также мысленно и также работали в солнечную погоду от фотосинтеза. То есть нужны уникальные материалы, чтобы это произвести, а не просто плохо очищенная сталь. И уникальные знания. И знания мы эти встречаем по всему миру. Также в мире применялась и сварка. Даже в египетских пирамидах были найдены золотые изделия, которые имели паянные оловом соединения. А при раскопках Помпеи обнаружены свинцовые водопроводные трубы с продольным паянным швом. То есть технологии применялись. И такие, которые мы только можем мечтать. Так один критский царь писал: золота в той стране много, оно как пыль, поделитесь с нами. Давайте поделимся информацией, как они его получали. Во времена Рамзеса в Египте получали около 50 тонн золота. Но, согласно некоторым манускриптам, часть золота не добывали из породы, а производили по технологиям бога Тота. Это та самая наука Тота, которая из ртути позволяла изготовить золото. Казалось бы, миф. Но в 20 веке, а именно в 1970 году,
египтяне пригласили английских ученых-химиков для того, чтобы они исследовали эти золотые артефакты из гробницы Тутанхамона, чтобы определить, откуда же там золото, из каких пород оно получено. Результат оказался неожиданным. Это я к тем говорю, кто говорит, что гробница Тутанхамона сделана вчера. А оказывается, там столько уникальных изделий, которые сегодня это трудно повторить. У некоторых артефактов золото оказалось очищенным до 99,9%, что доказывает применение электролиза в Древнем Египте. По-другому такую чистоту просто не получишь. Некоторые артефакты состояли из 100% очищенного золота и были слабо радиоактивны, что говорит о применении ядерной реакции для трансмутации металлов. Ну как тут не вспомнить легенду про легендарного царя Мидаса, который своим прикосновением все превращал в золото. А может, он просто владел как раз этой технологией трансмутации элементов и действительно из простых материалов производил именно золотые изделия. Почему нет? Опять же, упоминание этой древней технологии. Казалось бы, миф, но в 1990-е годы отечественная пресса много писала о исследованиях кандидата технических наук Болотова. Ссылка на все материалы, как всегда, в описании, который сумел, будучи в тюрьме, из свинца получить платину. Превращение проходило в самодельном атомном реакторе, собранном из сварочного аппарата. То есть ссылки на материалы в описании, можете перейти, послушать его рассказ, как он об этом рассказывает сам. Но в Старом Свете, например, платина не была известна до середины 16 века. Однако цивилизации Анд добывали ее с незапамятных времен. Первыми европейцами, которые познакомились с платиной, были в середине 16 века как раз конкистадоры. Впервые в чистом виде из руд платина была получена английским химиком в 1803 году. Казалось бы, о чем это речь? А о том, что перед вами на экране это блюдо с рунами, которое было куплено в 17 веке во время экспедиции по Южной Сибири. Интересно, что материал, из которого оно сделано, это платина. Предположительный возраст свыше 5000 лет. Руны до сих пор тоже никто не расшифровал. То есть мало того, что письменность, мало того, что драгоценный металл, о котором мы узнали, там Европа просвещенная в 19 веке его только получила, а узнала как раз в первую очередь от американских индейцев, которые в первую очередь связаны с Сибирью. Я показывал в своих видео, как Сибирь напрямую была связана в прошлые времена как раз с Северной и с Южной Америкой. И здесь нет ничего удивительного. Нет ничего удивительного для тех, кто смотрел мои ролики, для тех, кто знаком с моими исследователями. А для науки это, конечно, загадка, которая никогда не откроется, так как все ответы на все вопросы, оказывается, лежат в Сибири. Так, в приполярном Урале российская геологическая разведочная экспедиция в начале 90-х годов обнаружила загадочные вольфрамовые пружинки. Температура их плавления примерно 3000 градусов. Анализ выдал сенсационный результат, что находкам сотни тысяч лет. Сколько лет находкам — вопрос открытый. Главное, что они не принадлежат нашему времени. То есть все исследования, попытки соотнести чьи-то изделия показали, что они точно не из нашего технологического цикла. А значит, они применялись или в летательных аппаратах древних цивилизаций, или других изделиях, потому что такие изделия нужны только для техники, которая получает очень большие температурные нагрузки. То есть нужно только для летательных аппаратов фактически. Вернемся к более приземленным находкам. Так, на севере Индии, в Пенджабе, как минимум за 2000 лет до новой эры в промышленных масштабах изготавливали композитный материал, булатную сталь. А значит, ария из Аркаима к тому времени уже были в Индии. Булатные клинки обладали фантастическими свойствами. Они сгибались на 120 градусов, практически не тупились и были постоянно острые. То есть, таким мечом можно было перерубить шелковый платок. Это примерно то, что вы видите. То есть, легкий материал, который очень хорошо гнется и который не тупится еще сам. Но в той же Индии имеются и более уникальные сооружения, как вот этот вот железный столб счастья, который считается, что установлен здесь в 415 году нашей эры. Но факт в том, что его длина 7 метров, а вес 6,5 тонн. При этом он практически
99,7 это настоящий металл, причем металл, который не ржавеет. То есть там образуется какая-то защитная пленка, и она его защищает от ржавения. То есть уникальный сам по себе объект. Почему он уникальный? Потому что только во второй половине 19 века на международных выставках те, кто показывал слитки металла цельные, массой вот около 2 тонн, получали премии как за высочайшие достижения. При этом в Индии этот столб стоял уже сотни и сотни лет. Я же, например, обратил внимание на то, что этот столб очень похож по весу и характеристикам, например, с посохом Ханумана. А мои подписчики обратили внимание, что этот столб очень похож на середину Виманы. Обратите внимание, вот она слева. Ну, может быть и так. Вероятностей может быть много. То есть это может быть как раз одна из частей Виманы, судя по схожести. Или посох Ханумана установлен был. Почему нет? Потому что там же есть какие-то надписи, можно прочитать, более уточнить. Но есть и более фантастические находки. Так, в 1974 году был найден топор. Топорик из Аюда. Ну, это, я так понимаю, Румыния. Возраст 20 тысяч лет. Анализы показали, что предмет состоял и был сделан из сложного металлического сплава 12 разных элементов. Вдобавок к алюминию, где алюминия 89%. Ну, то есть алюминий это не достижение нашей цивилизации, это просто вспоминание о прошлом, скажем так. Также в Индии нашли кинжал. Возраст находки составляет не менее 1000 лет. То есть он примерно вот такого формата, что вы видите. Кинжал был изготовлен из легированной стали, создать который в те времена просто не представлялось возможным по представлениям науки. Содержание кислорода в этом сплаве было 15%. И кроме того, в древнем сплаве было обнаружено достаточно высокое процентное содержание алюминия. Здесь опять же технологии, которые для того времени просто невозможны, согласно науке. А изделия существуют. Хотел бы сказать, что в Тибете вообще существует целое направление по изготовлению подобных ритуальных кинжалов. И там еще, я думаю, можно найти множество открытий. Нужно только продолжать изучать его. В том же соседнем Китае исследовали терракотовую армию, которую относят примерно 200 год до нашей эры. Интересно, что на вооружении этой армии были стрелы из высокоуглеродистой стали с хромированными наконечниками. А в Европе хромировать металл начали только в 19 веке. Тут еще интересно, что китайцы считают, по легенде, что знанием это передало божество с головой человека и телом дракона. Ну, всех найдем, все покажем, кому что и кто передавал. И самое интересное, что вот перед вами как раз оружие сарматов, как раз наконечники стрел, то есть им получается 1000 лет, а технология была применена такая, что они не сгнили, не превратились в пыль. Притом тот же сарматский лук был настолько совершенен, что он получил возможность пробивать доспехи на еще больших расстояниях. Я тоже смотрел фильм про эти луки сарматов, скифов, и оказалось, что их характеристики, которые были изготовлены из натуральных природных материалов, удалось повторить опять же только в 20 веке. При помощи композитных материалов. Вы представьте, какая возможность была у наших предков мыслить, что они из подручных материалов изготавливали то, что нам только в 20 веке опять стало доступно. При этом, как вы видите, и металл остался, хотя он должен был полностью проржаветь. Ну, тоже перед вами вооружение обычного скифского воина, и в том числе и сарматского, в том числе его потом назовут и тартарским. Потому что, когда вы слышите термин «золотая орда», то это не из-за того, что много золота награбили, а из-за того, что главной ударной силы скифов, сарматов, в итоге и тартар была тяжелая вооруженная конница. Именно такая, когда был применен чешуйчатый доспех. Чешуйчатый доспех, наука сама относит, что его изобрели скифы. И поэтому, когда мы видим золотую орду, то есть 1000 вооруженных конников тяжелой конницы, мы можем понимать, что это технология скифская, сарматская, в итоге тартарская. То есть и именно так наши предки и побеждали из-за того, что они имели более совершенные не только технологии производства оружия, но и более совершенное по отношению ко всем
одежду для защиты своего же воина. И вот так вот и выглядела Золотая Орда. Вот один из скиф с костюмом, который был откопан в курганах. То есть вот настоящий вид скифского знатного воина или сарматского. Но сам факт остается фактом. Видно, что здесь высокие технологии применены. Здесь не видно кустарного производства, причем в походных условиях. Поэтому предлагаю сделать выводы. Археологические находки подтверждают развитость металлургических технологий у прошлых цивилизаций, которые наша цивилизация смогла повторить только в 19-20 веках. Нанотехнологии, в том числе и глубокой очистки металла и технология получения алюминия, платины и изделий из них, были известны и широко распространены в древности. При этом найдены подтверждения того, что в древние технологии владели секретами трансмутации элементов и получались из ртути золота. Предположительно, для этого служили большие источники энергии, а именно пирамиды. Все ссылки на использованные материалы, как всегда, под видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.